Сад утопает в белой пене цветущих яблонь, насыщая все вокруг пьянящим ароматом. В унисон с яблонями благоухает сирень, передавая эстафету ароматов восточному красавцу Жасмину. Размеренно и деловито жужжат пчелы, перелетая с цветка на цветок. В тени сирени вальяжно разлегся рыжий кот, спрятавшись от полуденного солнца. И посреди всего этого великолепия природы стоит небольшой и уютный домик с небольшой верандой. Возле веранды небольшая аккуратная беседка, садовые качели, на которой Вадим с Катей сидели в обнимку. Рядом резвится мальчуган Бодя, весело бегает и играет со щенком. Полный покой и идиллия. Их обеденный полудрем прервал резкий звонкий голос тещи Вадима, которая недовольно кричала, что хватит засиживаться и пора браться за работу. Молодая семья Вадим, Катя и их пятилетний сынишка Богдан жили в доме у родителей Екатерины. Роль зятя, живущего в доме тещи, и так издавна была незавидной. Не был исключением и Вадим. Он давно мечтал о собственном доме, но пока это были только мечты, которые иногда приходили к нему во сне. Тесть с тещей не то чтобы недолюбливали Вадима, скорее, никак не могли к нему привыкнуть. Все-таки они люди немного старомодные, на все у них было свое устоявшееся мнение. А молодежь имела совсем другие взгляды и планы на жизнь. Вот и находила частенько коса на камень. В большей мере между тещей и зятем. Дочь, зная своих родителей, старалась не вступать лишний раз в споры. И ее отец, зная вспыльчивый характер жены, предпочитал промолчать. Единственное место, где тесть мог поучить зятя жизни, была совместная рыбалка. Особенно, когда тесть согреет душу крепкой настойкой, немного осмелеет и жены как раз рядом не будет. В основном, они жили мирно и спокойно. Можно даже сказать, дружно. И у соседей были на хорошем счету. Трудились, не покладая рук. Старшее поколение, хоть и было уже на пенсии, но обрабатывало свой участок земли и вело хозяйство. Екатерина работала продавцом в сельском магазине, а Вадим трудился на железной дороге. Зарплаты, конечно, желали оставлять лучшего. Поэтому призрачная мечта молодой семьи о своем доме никак не становилась реальностью. Однажды поздним летом Вадим пришел с работы и ошарашил свою жену заявлением о том, что уходит с работы и собирается уезжать с группой ребят за границу на заработки. Несколько секунд Екатерина удивленно смотрела на Вадима, а потом начала плакать и причитать, ведь не хотела оставаться одной с ребенком без мужа, без его поддержки. Вадим начал успокаивать супругу, говорить о том, что его не будет от силы месяца 4, ну максимум полгода. Поедет, разузнает, что да как если что не так, сразу же вернется обратно. Вадим сказал, что у них нет другого выхода. Сын Богдан растет, скоро в школу пойдет. Да и у родителей сидеть на шее надоело. Пора уже собственный дом строить. Вечером на семейном совете все более или менее согласились с доводами Вадима и начали готовиться к его отъезду через несколько недель. В это время случилось одно маленькое событие, которое в дальнейшем повлияло на всю жизнь этой семьи. Однажды вечером, возвращаясь после прогулки с друзьями, Богдан принес домой серый и грязный комок шерсти. Когда мальчик аккуратно положил его на пол, все увидели, что это щенок. Грязный, худющий и весь дрожащий, то ли от холода, то ли от страха. Бабушка пробурчала, чтобы мальчик отнес щенка туда, откуда взял, и быстро руки помыл. А дед сказал, что сам сейчас отнесет его туда, откуда мальчик принес. Ребенок быстро схватил щенка на руки, прижал к себе и сказал, что никому его не отдаст. Тут и Екатерина с Вадимом вернулись домой. Они застали посреди двора истошно орущего сына и причитающих над ним деда и бабку. Разобравшись, что к чему, родители принялись уговаривать ребенка отдать щенка. Мотивировали тем, что собачонка грязная, может быть, больная. Но малыш начал упрашивать родителей, говорить, что щенок пропадет без них. Он смотрел на родителей такими умоляющими глазами, полными слез, что их любящие сердца растаяли. Под радостные вопли Боди и возмущенные ворчания дедушки и бабушки, Катя пошла купать принесенное сыном чудо-юдо. Щенок оказался очень худым и слабым. Его задняя часть совершенно не работала, лапы просто волочились по земле. Вадим спросил у сына, где его старый игрушечный самосвал. Сказал, чтобы Богдан принес игрушку ему. Сейчас они будут мастерить этому бедолаге инвалидную коляску. Далее Вадим с интересом спросил у сына, как он назовет своего нового друга. Бодя, немного подумав, ответил, что пусть будет Гром. Отец и сын полдня проводились над коляской для собаки. Мама смастерила специальные подушки, чтобы Грому не давила коляска и ремешки для фиксации.
Когда на щенка надели эту колесницу, то первую минуту он не смог пошевелиться, привыкая к новым ощущениям. Затем потихоньку начал двигаться. Но коляска загрохотала по половицам, и щенок сильно испугался, потому как не мог понять, что это за штуковина его преследует. Но уговоры и ласка Богданчика сделали свое дело, песик постепенно начал привыкать. Вскоре Вадим уехал на заработки. Жизнь семьи вернулась в обычные будни, которые скрашивали вечерние разговоры с Вадимом по видеосвязи. Дедушка с бабушкой все же недолюбливали щенка. Особенно дед, которому грохот колясочки мешал спать в послеобеденное время. Но Гром оказался довольно смышленным псом. Все время он проводил с Богданчиком и его мамой, зная, что в это время он находится под бдительной охраной, и никто его не обидит. А когда их не было, он тихонько укладывался под кроватью Богдана, чтобы бабка с дедом его не видели и не слышали. Пришла зима, а вместе с ней и новогодние праздники. На рождественский сочельник семья собралась за праздничным столом. И вдруг раздался стук в дверь. На пороге стоял улыбающийся Вадим. Решил сделать семье сюрприз и приехал, никому не сообщая. Радости не было предела. Наконец-то вся семья в сборе. Вадим поделился своими соображениями по поводу будущего. Ему удалось найти хорошую работу, он планировал поехать еще несколько раз, чтобы они смогли откладывать на покупку собственного дома. Все это время Вадим и Катя старались проводить вместе с сыном. Даже теща оставила на время свои обычные придирки, прекрасно понимая, как дети соскучились друг за другом. Но всему хорошему приходит конец, Вадим снова засобирался в дорогу. Он пытался успокоить расстроенную жену, говорил, что едет на знакомое уже место. А Катя сказала, что очень тревожно ей на душе, не хочет отпускать мужа. Вадим заверил, что все будет хорошо, поцеловав жену и сына, уехал. Снова потянулись обычные будни и вечерние видеовстречи. Но где-то месяца через 2 после отъезда Вадим не вышел в назначенное время на связь. Катя успокаивала себя, что это просто какие-то неполадки со связью. Но спать легла с беспокойными мыслями в голове. На следующий день повторилось то же самое. На третий день Екатерина уже оборвала мобильный телефон мужа, но он был недоступен. Молодая женщина не находила себе места. Родители как могли пытались ее успокоить, они пытались найти какие-то объяснения отсутствия связи. И вот вечером раздалась знакомая мелодия мобильного Екатерины. Как на иголках, она схватила телефон и надрывно стала кричать в трубку, называя имя мужа. Потом несколько секунд стояла молча, замерев на месте, пока телефон не выпал у нее из рук на пол. А она, как подкошенная, упала на стоящий рядом диван. Мать, не понимая, что случилось, подбежала к дочери. Казалось, Катя впала в ступор, ее глаза смотрели в никуда. Мать пыталась ее растормошить, терла руки, шлепала по щекам, но все тщетно. В это время отец поднял лежавший на полу мобильный телефон и закончил разговор. Затем обратился к своей жене с мрачным и серьезным видом, сказал, что у них горе. Оказалось, Вадим и еще его 2 товарища погибли от несчастного случая. Домик, в котором жили 4 рабочих, был оборудован устаревшими обогревателями, которые давно уже нужно было утилизировать. Один из них оказался неисправным. Случилось замыкание, начался пожар. Из 4 рабочих выжить удалось только одному. Он позвонил из больницы по номеру, который оставил Вадим. Теперь жизнь семьи потекла по бесконечной реке проблем и невзгод. Пока переправили тело Вадима домой, пока готовились к похоронам. Компания, конечно, выплатила страховку, что хоть немного поддержала финансово в этот непростой период семью. Но разве это вернет человека? Отец с матерью еще больше постарели за эти ужасные несколько недель. Но расслабиться они не могли себе позволить. Смерть зятя так сильно повлияла на их дочь, что она до сих пор пребывала в состоянии отсутствия контакта с реальным миром. За все это время она не проронила ни слезинки, хоть мать и уговаривала ее поплакать, чтобы выплеснуть наружу свое горе, которое накопилось у нее в душе. Казалось, что Катя совсем ничего не слышит. Бедный Богданчик со щенком на руках бывало подходил к маме и обнимал ее, как прежде. Но никакой реакции с ее стороны не наблюдалось. И ребенок перестал навязываться. Только раз он спросил у бабушки, почему его мама больше не любит, как прежде. Бабушка ответила, что мама сейчас сильно болеет. Но скоро она поправится, тайком вытирая слезы, попыталась пояснить бабушка. Для самой Кати жизнь превратилась в сплошной серый шум, липкий и всепоглощающий. Временами она слышала какие-то отдаленные голоса. Временами видела какие-то лица. Но значения ни того, ни другого она не понимала и не распознавала.
А родители пытались вернуть дочь к жизни, возили по разным врачам. Но все говорили одно и то же: сильное нервное потрясение, нужно переждать, прописывая все новые и новые лекарства. А Катя чахла не по дням, а по часам. Сильно исхудала. Она все время или сидела, или лежала, смотря в одну точку. Родители смирились с такой участью дочери, потому как раскисать они не имели права. На их попечении оставался внук, будущее которого теперь зависело от них. Но недаром в народе говорят, что беда не приходит одна. Однажды, вернувшись домой после хозяйственных дел, супруги обнаружили свою дочь бездыханно лежащей посреди комнаты. Родители в ужасе бросились ее спасать. Вызвали врачей, которые ничего не смогли толком сделать. Они только зафиксировали смерть. И снова волна горя захлестнула так недавно благополучный дом. Соседи перешептывались, что их кто-то сглазил или проклял. Все говорили, что Катя не смогла пережить смерти мужа и ушла к нему. День похорон Кати был страшен в своей скорби. Черные от горя родители, маленький сын, который уткнулся лицом в шерстку щенка. Казалось, мальчик только в своем друге сейчас мог найти утешение. Все попрощались спокойно и стали закрывать крышку гроба. И вдруг, среди общего рыдания, послышался тревожный собачий лай. Это лаял и вырывался гром, пытаясь освободиться из рук мальчика. Ничего не понимающий ребенок отпустил щенка на землю. Тот изо всех сил, на которые был способен, помчался к гробу, грохоча своей колясочкой по земле. Подбежав, щенок попытался подпрыгивать на гроб и еще сильнее лаять. Работники ритуальных услуг отгоняли щенка, но тот не сдавался. Маленький Богданчик закричал, что Гром не успел проститься с мамой, пусть сделает это. Родители с тяжелым сердцем разрешили открыть гроб дочери. Как только крышка была снята, к своему ужасу и изумлению, все присутствующие увидели, как дрогнули ресницы Кати. Раз, другой, третий, а потом зашевелились губы, как будто она пыталась что-то сказать. То, что случилось потом, словами не описать. Кто-то бился в истерике от ужаса, истошно крича. Кто-то вообще плюхнулся в обморок. Самые стойкие ринулись вызывать скорую. Что при этом испытывали родные Кати, передать невозможно. Это была смесь ужаса и радости одновременно. Радости от того, что их дочь осталась жива, а ужаса от того, что чуть только что сами ее не похоронили. Позже, когда все страсти улеглись, приехала скорая, забрала Катю в город. Врачи сделали обследование. Оказалось, что организм молодой женщины был настолько истощен, что ее мозг был сильно переутомлен стрессом и избытком успокоительного. Метаболизм замедлился, Катя впала в летаргический сон. А медики поспешили с диагнозом. Позже, когда Катя пошла на поправку, она рассказала, что когда была в полном забытии, ей приснился Вадим. И так отчетливо, как будто бы он был живой и все происходило в реальности. Она излила ему всю свою тоску и любовь, сказала, как сильно хочет остаться с ним. На что Вадим мягко, но настойчиво сказал, что она должна жить ради сына, ради памяти о нем. И эта фраза стала толчком, который вернул ее к реальности. Об этом нашумевшем событии долго ходили пересуды и даже писали в газетах. А главным героем статьи был пес по имени Гром, который так отчаянно бросился спасать свою хозяйку. А жители деревни были настолько впечатлены этим поступком пса, что сбросились деньгами и купили ему современную специальную коляску для собак. И теперь он с гордым и умным видом грохочет ею по асфальту. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!